Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о странных обстоятельствах кончины Елизаветы II и символичных моментах на ее похоронах. 8 сентября 2022 года стало известно о том, что королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни. Новым монархом стал ее старший сын, принц Чарльз. Казалось бы, в том, что в свои 96 лет королева отправилась в мир иной, нет ничего странного. С учетом средней продолжительности жизни человека, данное событие было вполне ожидаемым и предсказуемым. Тем не менее, многие обстоятельства кончины Елизаветы II являются весьма странными, а похороны монарха, на которые съехались практически все главы государств, не обошлись без символизма. Сообщения о смерти Елизаветы II появились в российских СМИ 9 сентября, а потому многие ошибочно полагают, что не стало королевы именно в этот день. Если бы это действительно было так, то можно было с уверенностью сказать, что масоны подогнали дату под код 3 шестерок. Однако 8 сентября 2022 года не менее символичный день. Сумма цифр этой даты дает 23, что является одним из кодов системы. Это число называют кодом вызова сатаны, так как при делении 2 на 3 получаем 0,666, в котором заключается число зверя. Кто-то может поспорить с тем, что человек не выбирает дату смерти. Это действительно так, однако объявить о кончине можно когда угодно. По некоторым данным, Елизаветы II уже давно не было в живых, а на всех официальных мероприятиях и церемониях вместо нее присутствовал двойник либо голограмма. Во время церемонии прощания гроб всегда был закрыт, а потому никто не может с уверенностью сказать, что в нем находилась именно Елизавета. Если это действительно так, то возникает вопрос, почему именно сейчас было сделано официальное заявление Букингемского дворца о смерти королевы. На это может быть несколько причин. Во-первых, на фоне последних событий в мире в Британии зреет недовольство падением уровня жизни, некомпетентностью политиков и высокими ценами на электричество. Уход монарха переключает внимание людей с этих проблем и служит своеобразным отвлекающим маневром. Для большинства жителей Англии смерть королевы ассоциируется с настоящей личной трагедией. Люди выстраивались в многокилометровые очереди, чтобы проститься с Елизаветой II. Многие проводили в очередях более 30 часов, падали в обмороки ради того, чтобы увидеть закрытый гроб с расстояния нескольких метров. Естественно, что в моменты траура жителей Британии мало беспокоили текущие проблемы страны. Во-вторых, смерть монарха имеет сакральное значение. Это ознаменование некоего перехода, конца одной эпохи и начала другой. Вполне возможно, что в ближайшее время мир сильно изменится, а смерть королевы станет своеобразным символом этих перемен. О том, в какую сторону изменится мир, можно судить по параду в честь провозглашения бывшего принца Уэльского королем Карлом III. Он прошел в столице Уэльса 13 сентября. От городской ратуши до замка промаршировал королевский полк валлийцев в количестве 26 человек. Возглавлял процессию кашмирский козел. С давних времен козел является символом самого дьявола. Козлиную морду можно увидеть на статуе Бафомета, являющейся главным символом сатанистов. Похороны Елизаветы II состоялись 19 сентября 2022 года. Это 23-й день в лунном календаре в знаке зодиака Рак. Таким образом, мы опять видим число 23, содержащее в себе 3 шестерки. С учетом того, что 9 – это перевернутая 6, 3 шестерки присутствуют и в самой дате. Похороны Елизаветы II начались с церемонии в Вестминстерском аббатстве, на которой присутствовали лидеры стран и королевские особы со всего мира. В похоронах монарха приняли участие более 500 глав государств, которые получили именные приглашения. Президенты России и Белоруссии приглашены не были. Представители мировых элит начали собираться в Вестминстерском аббатстве за несколько часов до начала прощальной церемонии. Глядя на лица присутствующих, можно заметить, что на них совсем не было печали и скорби. Большинство политиков оживленно беседовали друг с другом, улыбались и даже смеялись. Среди таковых был и президент США Джо Байден. Подобное поведение может говорить о том, что повод, по которому они собрались, был лишь предлогом. Все присутствующие на церемонии прощания с королевой были одеты в черное. Однако даже при таком дресс-коде проявлялся символизм. Так, на голове у многих дам была широкополая шляпа, дающая отсылку к культу Сатурна. А в первых рядах
можно было увидеть пожилого мужчину с черной повязкой на одном глазу, что подчеркивало символизм всевидящего ока. Сильнее всего в глаза бросается шахматный пол в Вестминстерском аббатстве. Это один из главных символов иллюминатов, означающий единство добра и зла. Обычно его выкладывают в масонских ложах. Тот факт, что пол в главной церкви Лондона именно шахматной расцветки, наводит на определенные мысли. Когда камера показывала зал сверху, можно было увидеть, что его центральная часть выполнена в форме перевернутого креста. В 10 часов 30 минут по местному времени гроб королевы вынесли из Вестминстерского дворца и погрузили на специальный лафет. На нем его доставили к месту проведения церемонии. Что интересно, повозку с телом королевы тащили на себе моряки. Они держались за огромные цепи и были словно прикованы к гробу. Данный ритуал может символично показывать отсутствие свободы у простых людей. Траурная процессия проследовала от дворца до аббатства. Ее сопровождали дети и внуки королевы, а также представители разных родов британских войск. Данный момент с церемонии напоминал кадры из клипа бельгийского певца Стромой на песню «Филс де Жва», который вышел несколькими месяцами ранее. Он словно предсказывал события этого дня. В клипе мы видим сына, который хоронит свою мать, глав различных государств, приехавших проводить усопшую в последний путь, а также парад войск. Вполне возможно, что ролик артиста был своеобразным программированием событий будущего. К 11 утра гроб доставили в Вестминстерское аббатство и установили на выдвижной подиум. Все это происходило под пение церковного хора, большую часть из которого почему-то составляли дети. Службу возглавил декан Виндзорского университета Дэвид Коннор. Все священнослужители были одеты в красно-бело-черных тонах, что соответствует любимым цветам иллюминатов. По окончанию службы гроб с телом королевы вынесли из церкви и отправили в последнее путешествие по Лондону. Изначально повозку с гробом также тянули на себе моряки, затем тело переместили в катафалк. Чтобы попрощаться с монархом, люди за сутки занимали очереди и ночевали у ограждений. Многие из них от переутомления теряли сознание. После того, как траурный кортеж наконец-то проследовал мимо верных подданных королевы, людям в центре Лондона больше часа не давали расходиться. В результате началась паника, и несколько десятков британцев скандировали «Выпустите нас». К 16 часам гроб вновь доставили к Вестминстерскому аббатству, где началась погребальная служба. После церковных церемоний с гроба королевы сняли скипетр, державу и императорскую государственную корону. После этого Карл III поместил на гроб символ королевской роты, а лорд Камергер сломал свой служебный жезл, что якобы означает конец правления Елизаветы II. На деле же данный ритуал может давать отсылку к строкам из Евангелия «Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит». Кто в подражании Господу относится к людям с состраданием, тот не допускает, чтобы надломленный грехом переломился совсем. В данном же случае мы видим, что трость полностью сломана, а значит, грех взял верх над человеком. Перед тем, как гроб опустился в усыпальницу, архиепископ Джастин Уэлби произнес следующие слова: «Все, кто следует примеру королевы и вдохновляется доверием и верой в Бога, могут вместе с ней сказать: «Мы встретимся снова». Данные слова звучат достаточно жутко, словно намекая на то, что сознание королевы переселилось в другое тело, и она таким образом продолжит свою земную жизнь. На этом официальная церемония прощания с Елизаветой II, которую транслировали в прямом эфире все британские каналы, закончилась. Однако спустя 3 часа королеву вместе с ее супругом принцем Филиппом, отправившимся в мир иной годом ранее, должны были извлечь из усыпальницы и переложить в мемориальную часовню короля Георга VI. Это уже делалось без присутствия гостей и камер. По факту похороны, которые наблюдали люди, были неким спектаклем, после которого гроб снова достали. Этот момент вновь дает отсылку к клипу Стромой «Филс де Жва», в котором после похорон гроб появился на том же месте. Остается только догадываться, какими ритуалами сопровождались реальные похороны Елизаветы. А с учетом того, что в гробу королеву так никто и не видел, вопросов становится еще больше. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.